Мы сегодня проиграли Фейзам 2-0. Это очень не круто, особенно на эншенте. Мираж был крутым, я считаю, да, мы проиграли кучу раундов подряд. Но те изменения, которые мы сделали, то, над чем мы работали, мне кажется, дает свои плоды. Хотя бы чувствуются карты сейчас, потому что изначально было очень сложно контролить карту, понимать, где соперник. Я в любом случае сейчас вернусь в номер, по возможности в свободное время отсмотрю игру сам. Ну, плюс у нас тренер уже сидит, смотрит матчи. Честно, блин, это не прикольно, конечно, так проигрывать, но это жизнь. В контре всякое бывает, и это часть КС профессионального. Иногда происходит такое. Главное на этом не фокусироваться, а фокусироваться на том, что у тебя завтра матч. Крайне неприятно чувствовать себя проигравшим, у которого, по факту были шансы, но он их не использовал. Но это место для улучшения, и я в это верю. Верю в то, что независимо от того, как мы сыграем этот турнир, улучшиться всегда можно. Эмоции после поражения бывают разными. Иногда ты чувствуешь, что ты сделал все, что мог, и игра была очень близкая, иногда этого ощущения у тебя не появляется. И, допустим, сегодня было крайне неприятно осознавать, что ты сначала берешь какие-то раунды, а потом не можешь взять ни одного из них. Да, ты в моменте об этом не думаешь, но когда игра заканчивается, ты это осознаешь. Завтра у нас ранний матч, и он будет в то же время, что и сегодня, так что у нас не будет так много времени расслабляться. Только сейчас у нас есть часа 2, может быть 3, и нужно быть уже в практике и начинать работать. Дальше играем с проигравшим в сетке нашей. Это будет либо Heroic, либо НИП. Я, если честно, не смотрел ни одну игру НИП полноценно. Поэтому не могу сейчас сказать, что стоит от них ожидать. Просто знаю, что на РМР они выступили супер классно, вышли в легенду 3-0, а на мейджоре у них не получилось. И я думаю, что они в любом случае с мейджора к бласту сделали много изменений, поэтому из того, что мы можем смотреть, мы можем посмотреть сегодняшний матч, если мы будем играть все-таки с НИПами. Также просто подумать, что они изменили и чего нам стоит ожидать. Может, они поменяли позиции, потому что РМР они сыграли круто, и они тогда только собрались и только играли вместе, то есть это конкретно букетный период. Сейчас, возможно, много изменений произошло, и нам нужно оценить это в первую очередь работа тренера и подготовка со стороны тренерского штаба, но я думаю, что матч все равно будет решаться в главных основных моментах. Это в середине раунда, и нужно выигрывать эти моменты. Если Heroic, то там будет проще, у них было намного больше матчей, они сыграли успешно, они заняли второе место на мейджоре. У тебя есть большое количество материала, плюс они клево играют, всегда с удовольствием играю против команды Heroic, потому что это всегда показательные игры, которые дают тебе много, во-первых, опыта, во-вторых, в случае победы ты чувствуешь себя потрясающе, потому что ты играешь не против тех людей, которые просто стоят на точке и ждут тебя. Они всегда пробуют что-то сделать, у них есть активности за КТ, и эти активности, они довольно логичны, они всегда пробуют играть как команда, это выглядит интересно, мне нравится, что они пробуют делать, поэтому я думаю, это будет интересный матч, если это будет Heroic, но я думаю, что они должны сегодня выиграть. OG met a phase that they didn't expect. Out-aimed, out-dueled, and outplayed in every round. Dexter tries to bait him out into the timer. They wanted or talked about. Rez with the fourth kill of the round, not the final. Flames keeps him alive a little bit longer, but just for seconds. It's going to be NIP eliminating OG from the Blast Fall Finals and ending their year early. Разберем подробно мир порно. Ну что, ребят, мы вылетели с Бласта. Это одно из тех поражений, которое является самым неприятным, особенно в окончании сезона. Заканчивать его на плохой ноте не очень приятно, если честно. Я на самом деле уже записал для вас видос, где я давал полную аналитику всего этого, но это крайне неприятно проигрывать подобного рода матчи, и неприятно понимать, почему ты их проиграл, потому что были мелкие ситуации, которые могли решать исходы игры, могли решать исходы карт, и порой бывает очень сложно законтролить все это, потому что ты не говоришь на своем собственном языке, например. Это то, к чему нужно быть готовым, когда ты переходишь к интернациональному составу. Одна из причин, по которой мы проиграли некоторые раунды, была просто в том, что
Для каждого из нас английский язык, он просто не родной, и были ситуации, когда мы не договаривались, а должны были. Некоторые из них оказались невероятно важными и повлияли на исход игры. Повлияли на исход важных раундов, которые могли позволить нам сделать сноубол сопернику и не дать ему никакой возможности поиграть свой Counter-Strike. В каких-то моментах кто-то может отвечать 5 секунд и через эти самые 5 секунд сделать то, что нужно, а в этот момент соперник уже делает то, к чему я, допустим, хотел быть готовым 5 секунд назад. Бывают порой промахи. Кто-то мне сейчас писал у меня в телеге, у меня в инстаграме сообщение, мол, попади ты этот выстрел в спину. В какой-то момент я с этого, конечно, тоже могу подразлиться, но потом я принимаю тот факт, что я снайпер, плюс я тот человек, на которого люди смотрят, и, соответственно, любой такой промах, он будет всегда запоминаться, так работает всегда. И это нужно просто принимать, потому что ты принял правила игры, когда пришел на профессиональную сцену. Влог с Пласта с первых дней уже сегодня будет на моем YouTube-канале. Заходите, ребятки, я очень жду вашей поддержки. Ты можешь попадать 10 тысяч раз, но все твои промахи обязательно будут запоминаться фанатами. И обязательно найдутся люди, которые тебя недолюбливают и напишут тебе всякое говно. И они не вспомнят, как ты берешь важные раунды такими же попаданиями. Потому что когда ты попал, все принимают это как должное. Но когда ты промахнулся, все. Жди у себя в инстаграме десяток сообщений о том, что лучше бы ты умер. И жди, что они будут писать, что даже они могут зайти и поиграть лучше себя. Смешно, конечно, с одной стороны. С другой стороны, просто возникает такое интересное ощущение. Люди, которые находят время писать это, кто эти люди? Я бы хотел сказать здесь сейчас огромное спасибо фанатам, которые писали клевые сообщения. Потому что после матча, когда мне было действительно неприятно проигрывать вот так, действительно неприятно осознавать, что мы проиграли Ancient, который мы должны были выиграть, и должны были выиграть без овертаймов. Да, на оверах мы взяли 3 раунда подряд, и потом проиграли 3 раунда подряд. Но я считаю, что мы могли закрыть игру еще до этого, и это было невероятно важно. Конечно, и овертаймом можно было выиграть, но суть игры в том, чтобы не допускать меньше ошибок. Соответственно, если мы могли не допустить какие-то критические ошибки, мы должны были это сделать. Мелкие ошибки — это возможно. Даже то, что кто-то кого-то не убил, тоже возможно. Над этим ты не можешь супер сильно поработать, это случается. Но есть вещи, которые рождаются в самой голове команды, в идеях игроков, в их индивидуальных выступлениях. И это то, что нам сегодня и вчера, возможно, помешало. Хотя в матче с FaZe я считаю, что больше повлиял фактор того, что мы за атаку позабыли некоторые важные вещи, которые должны делать. Это не значит, что мы их забыли, просто забыли. То есть это у нас написано на листе, и мы забыли это делать. Нет, ребята, речь не об этом. На самом деле, опыт этих поражений показал мне, независимо от того, что мы проиграли, как много можно улучшить в командных взаимодействиях. И этот аспект я лично знаю, как можно проработать, и знаю, как можно помочь нашей команде, да и мне самому. То есть речь идет не о ком-то определенном, а о нас всех суммарно, что мы можем улучшиться в том, как мы будем взаимодействовать друг с другом и как мы будем общаться. Эти поражения во многом показали мелкие детали, над которыми нужно работать. Их обычно недостает нам в очень важных моментах. Такое было в матче с Vitality, такое было в матчах сегодня с NiP. Где-то это было в матчах с FaZe, но там это было более специфично, скажем так. Какие-то уникальные случаи, которые нужно обсуждать, но не факт, что они вообще с тобой еще произойдут. Просто есть какие-то моменты дисциплины в большинстве, например, которые нужно будет обсудить еще раз. Я для себя лично подчеркнул, что нужно улучшить клатчи ситуации 2-2, 3-3, которые на самом деле с моим опытом я могу разруливать, просто для этого нужно проводить больше времени в общении на английском. Потому что, согласитесь, что одно дело, когда я колю, что мне нужно в таком размеренном режиме, когда темп игры не супер быстрый, а другое дело, когда у тебя размен, и тебе нужно резко рассказать тому чуваку, что ему нужно взять, этому чуваку, что он делает, что я сейчас делаю под их действия, или наоборот, я беру тебе это, ты можешь делать вот это, знаете, вот такие резкие моменты. И когда ты общаешься не на своем языке, я вот так же быстро говорить это все во время матча не могу, потому что я также анализирую, что им нужно сделать перед тем, как это сказать. И вот эти несколько секунд, они иногда так сильно решают. Человек один поднял оружие, у него нет брони, ты говоришь ему дропнуть оружие,
Пока он это все понял, он дропнул тебе оружие, чувак уже занял позицию, ты пикаешь, тебя убивают. И ты понимаешь, что идея была супер правильная, ты просто должен был взять угол до того, как он откроется. Но выходит, как выходит. И там у нас был момент на эко, который мы могли, с легкостью выиграть. Но из-за того, что вот такие брейн-лаги происходят в моменте, потому что у человека какой-то свой план есть, у него нет брони, но он придумал что-то. А тут есть более крутой, и он такой, да, конечно, но уже момент. И ты, конечно же, знаете, не тильтуешь, потому что ты уже профессионал и стараешься как можно меньше позволять большим эмоциям затрагивать тебя, чтобы там в следующем раунде ты мог в тильте быть. Но в моменте, когда ты проиграл этот раунд, тебе обидно. И я считаю, что в целом правильно, что обидно мне, потому что, например, сделай мы это чуть быстрее, возможно, мы бы выиграли. У нас, по крайней мере, было больше шансов на победу. И когда ты проигрываешь такие мелкие раунды, по итогу ты как бы понимаешь, что над мелкими раундами и нужно работать. Этот турнир хороший показатель всего этого. Я в целом уже сегодня успел потратить достаточное количество времени, чтобы обсудить идеи, которые, мне кажется, могут быть клевыми для нашей команды. Плюс мы с тренерами общались, так что они тоже подсказали, что как они думают. И эти идеи, которые мы обсуждали, могут дать нам в будущем плодотворные раунды, которые можно будет улучшать, менять, перестраивать, и ты можешь их использовать в будущем для того, чтобы быть лучше. А также я просто верю и надеюсь на то, что фанаты будут поддерживать нас независимо от поражений, и мы сможем, в свою очередь, попасть на Blast World Finals в Абу-Даби. Это сейчас зависит от того, как выступят другие команды, и сможем показать достойный уровень игры там. Я буду для этого выкладываться на максимум. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки. Мне очень приятно видеть, как мой канал развивается, как улучшается качество контента. И мне также очень приятно видеть вашу поддержку, обратную связь с вашей стороны. Это только мотивирует меня делать его больше и лучше. С вами был Декстер. Всем пока.